Всем привет! Сегодня хочу рассказать тему, которая беспокоит моих друзей и моих знакомых. Я не могу быть счастливым в текущих обстоятельствах. Мир сошел с ума. Я вообще не знаю, что делать. Куда бы я ни поехал, у меня много тревог. Я часто рассказывал друзьям одно и то же и решил поделиться с вами. Посмотри видео до конца, и тогда ты точно все поймешь. Грубо говоря, моя формула состоит из некоторых компонентов. Это адаптация, нужно адаптироваться, и иметь цели, нужно понимать, чего ты хочешь в этом мире. Чего я хочу вот сегодня, что я хочу через год, через два, кем я хочу быть. А также, как говорит Ницше, хорошо, когда у тебя есть план, которому ты следуешь, которому ты доверяешь. Если ты веришь сам себе, никто не может забрать у тебя выбор создать свой собственный план. Никто, абсолютно никто на этой земле. Так что придумай свой план и следуй ему. Если вы будете рассуждать о том, что такое счастье, то вы можете заметить, что счастье люди рассуждают это как материальные блага, какие-то эмоциональные аспекты. Вот я счастлив, вот я сижу, пью кофе, наслаждаюсь, вот это счастье. А также какие-то духовные аспекты, когда я размышляю о каких-то тонких мотивах. Я хочу всем сказать, кто стремится к какой-то сбалансированной жизни, что это все не работает. Никакие колеса баланса не работают, потому что они приводят вас к застою в развитии. А нам нужно иметь хорошую адаптацию к изменениям, потому что мир постоянно меняется, мир будет и дальше меняться. Мы живем в хаосе. Вот. И к этому хаосу нужно приспосабливаться, но таким образом, чтобы наши цели, то, что нам важно, что нам ценно, оставалось таковым. Но мы могли также поставить это под сомнение и изменить в будущем, следуя нашему плану и выборам. Ты не можешь быть счастливым, если ты чем-то не пожертвуешь. Очень много людей так рассуждает. Многие из этих людей также следуют колесам баланса. То есть у нас есть как будто две грани. Либо я чем-то жертвую, и тогда я счастливый, либо я ничем не жертвую, у меня все везде в балансе, но тогда я не развиваюсь. Я хочу сказать и одним, и вторым, что на самом деле это не обязательно. Потому что есть пирамида Маслоу, если вы слышали, что есть базовые потребности, там еда, сон, безопасность. Потом есть какие-то продвинутые потребности, это другие люди, быть в сообществе, коммуникабельность. И есть третья потребность основная, это там самореализация. Так вот, Маслоу нигде не говорил, что все эти потребности должны быть целиком удовлетворены. Для многих людей, которые выросли в прекрасных условиях, у них не было никаких финансовых трудностей, они никогда с этим не сталкивались, их вообще не беспокоит наличие или отсутствие денег. То есть их не беспокоит, им даже в голову не придет, что еды может и не быть. То есть это для них не является ценностью, и они не стремятся этого запастись побольше. То есть видели людей, которые в гаражах там копят кучу всего. А почему? Потому что у них в детстве, возможно, этого не было. И теперь для них это имеет ценность. Вещи имеют ценность, дома имеют ценность, машины имеют ценность. Так вот, по Маслоу мы удовлетворяем в первую очередь те ценности, которых нам не хватало в детстве. И только потом двигаемся к каким-то более следующим целям. Поэтому для многих счастье будет как раз удовлетворение проблем или каких-то дефицитов того, чего не хватало в детстве. Но это не обязательно так. Давайте вот порассуждаем вот на чем. Если мы вернемся опять к материальным ценностям, я бы пару слов сказал про гедонистов, потому что, я не знаю, я заметил такую вот особенность, что у многих друзей есть девушки, и они говорят часто: я гедонист, поэтому я люблю вкусное вино, я не готова терпеть дискомфорт, я хочу, чтобы всегда везде был душ, даже если мы едем жить с палаткой, должен быть обязательно душ, должна быть моя персональная мега-палатка с комфортом, никаких комаров, москитов, я гедонист, я хочу наслаждаться каждым моментом. Вот. Но я заметил, что зачастую у таких девушек есть парень, у которого зачастую глаза на выкате от этого всего, он не может заснуть, он постоянно решает проблемы, он постоянно ищет ресурсы. Всегда возникает к гедонистам и гедонистическому образу жизни вопрос: а кто за все это платит? Потому что что Кардашьян с их шоу, что какие-то девушки, которые живут на шее больших дядь, за них всегда кто-то платит. Такой образ жизни должен кто-то обеспечивать. Это не возникает само по себе. Потому что, смотрите, есть такая базовая формула, что представьте, у вас есть какие-то ресурсы, да, неважно, $1 000 000, $1 триллион,
бильярд, да, так или иначе у вас есть какой-то burnout rate. Это примерно то, как ваши тасочки, когда вы делаете там на работе, работаете с проект-менеджером, происходит. То есть есть график падения вниз ваших ресурсов. От года в год всегда есть какие-то расходы. Вам нужно кушать, спать, как-то жить. Вам в любом случае нужны какие-то ресурсы, чтобы это осуществлять. Так вот, если вы ведете крутой гедонистический образ жизни, везде наслаждаетесь моментом, нигде не перетруждаетесь, никогда не испытываете там тяжелые чувства, вы очень быстро прилетите к банкротству. Вот. Ну, либо найдете кого-то, кто будет поддерживать ваш образ жизни, лайфстайл. Есть базовая финансовая грамотность, и я про нее хочу сказать, потому что в последнее время общаюсь с ребятами из Америки, и они мне рассказывают, что ты не понимаешь, Егор, твой образ жизни — это советский образ жизни, что сначала нужно что-то там заработать, да, постареть, и только потом жить. А вот американский образ жизни — это совсем другая история, другое мышление. Я живу здесь сейчас, вот, наслаждаюсь моментом, беру максимально много кредитов, чтобы везде все закрыть. Я не пользуюсь дебетовыми карточками, только кредитными, чтобы была хорошая кредитная история. За все везде плачу кредитными карточками. Вот, и живу прямо здесь сейчас на максималках. А как я там буду жить на старость, никого не волнует, даже если у меня все отберут, и я там буду в долгах, как в шелках. Так вот, базовая финансовая грамотность, она заключается в чем. Вы быстренько определяете ваш бейзлайн. Чтобы быть счастливым, вы должны знать, какие ваши минимальные условия счастья. То есть, например, наличие интернета, дома, кровати, машины. У вас есть какой-то минимум, с которым вы готовы мириться. Вот это ваш минимум, это минимальные условия, в которых вам хорошо. Вы их можете представить, оценить и посчитать, сколько это стоит. Ваш бейзлайн расходов. Вы можете его повышать в зависимости от вашей ситуации, но в любом случае вам хорошо бы знать ваши минимальные условия жизни в комфорте, в счастье. Вот. И дальше вы берете ваши доходы, берете ваш бейзлайн расходов, остаток денег инвестируете во что-нибудь, вкладываете. Вам нужно знать, куда вы потратите деньги. Да? То есть, куда тратить деньги. Это очень важно. Со временем у вас есть вероятность, что вы придете в какую-то точку X, где будет момент финансовой независимости. То есть, ваши внешние вложения, вот эта сумма зарплат, которая оставалась, вот этот жирочек вы куда-то вот закидывали, и у вас есть возможность в какой-то момент жить в этом бейзлайне с этими минимальными условиями в финансовой независимости. Даже если вы потеряете работу, или что-то произойдет, или что-то нежелательное произойдет, у вас будет время, чтобы спокойно все порешать. Вот. Если вы живете с кредитами и доходами, вот эта американская модель, про которую мне рассказывают друзья, то у вас есть жирок, который вы откладываете в вложения, да, и кредиты, у которых в среднем 15-16% расход. Это как негативные кредиты. Вы берете позитивные вложения, негативные вложения, складываете, получаете 0. Вот. Если вы берете больше кредитов, у вас как будто отрицательные вложения. То, скорее всего, вы никогда ни в какой бейзлайн не придете и будете вынуждены всю жизнь работать. Говорит ли это о счастье? Ну, нет, я, наверное, не очень хочу всю жизнь работать и беспокоиться, что когда-нибудь настанет момент, когда я не смогу работать. Ну, да, я вырос вот с той самой проблемой, с ресурсами, в пирамиде Маслоу. То есть базовая потребность все мое детство была не удовлетворена. Поэтому для меня это важно, и поэтому я вам рассказываю. Возможно, для вас это не имеет значения, вас волнуют более другие цели, например, более духовные, эмоциональные и так далее. Сейчас о них и поговорим. Но пару нюансов. Когда стоит брать кредиты? Когда вы берете кредиты, но все равно берете деньги, и получаете доходность сильно выше, чем ваши проценты по кредитам. Тогда имеет смысл, конечно же, брать кредиты, вкладывать и зарабатывать на этом всем. То есть вы зарабатываете на кредитах. Здорово. Тогда, конечно, стоит брать. И это не то, что я тут рассказываю какую-то магию, я рассказываю базовую финансовую гигиену, это как руки помыть, это как зубы почистить. Да? Для этого не обязательно быть бизнесменом, не обязательно открывать что-то свое, не всем это нужно, и не обязательно 100-500 миллионов лет учиться, чтобы прийти к какой-то финансовой независимости. Просто какие-то базовые правила. Тут посчитал, тут сложил, ну хотя бы какая-то базовая арифметика, если ты в школе не прогуливал, ты способен с этим справиться. Если вы видите свои расходы, видите свои доходы, видите какие-то доходы по вложениям, если оно у вас плюс-минус под контролем, вы как-то, например, получаете эти цифры в приложении или на почту и можете более-менее быстро это все контролировать, вы в безопасности, если у вас эти все показатели в норме. То есть вы их привели в норму, и все, пофиг, там больше, меньше, но в целом ваш бейзлайн, вы удовлетворены, все супер.
Про эмоциональные аспекты куда как сложнее. С ними, конечно, можно тут очень долго рассуждать, рассусоливать, но я выделил 3 основных момента, чтобы быть в гармонии с собой. Я считаю, что ты не можешь быть счастливым до конца, если ты сам с собой не договорился. Ну, например, мне не нравится, как я выгляжу. Вот если ты часто это говоришь, то как ты хочешь выглядеть? Что требуется для того, чтобы ты выглядел так, как тебе нравится? Сколько это стоит, как быстро ты можешь это получить. Ты хочешь быть с абсолютно другим человеком, это вообще физически возможно. Если нет, тогда перестань об этом думать. Тебе нужно найти гармонию с собой так или иначе. И для этого тоже можно вывести некоторые критерии и следовать некоторой гигиене. Во-первых, для внутреннего равновесия тебе нужно определить цель. Да? Грубо говоря, если у тебя нет цели, нету понимания, где ты хочешь быть, каким ты хочешь быть, ты не знаешь, что ты хочешь, так узнай. Вот, прими какое-то ответственное решение. Скажи, я хочу, там, не знаю, 6 кубиков пресса, это для меня критически важно, и тогда я буду счастливым. Вот, определи цель, и тогда у тебя здесь не будет хаоса. Будет порядок, ты будешь знать, я хочу туда идти. И ты будешь знать, ты туда идешь, ты туда приближаешься или отдаляешься. Ну, то есть, почему качки ведут всякие там тетрадки с пометками о прогрессе? Потому что если ты видишь прогресс, ты понимаешь, что ты идешь туда, куда ты хочешь, все супер, продолжай, просто продолжай, ничего не меняй, просто иди. И ты будешь счастлив, ты придешь туда, куда ты хочешь. Вот. Отслеживать прогресс движения важно, потому что он дает дофамин. Да? Если ты приближаешься к цели, ты получаешь дофамин. Если ты отдаляешься от своей цели, получаешь кортизол. Негативная энергия, которая позволяет обойти препятствия и все равно прийти, куда ты хочешь. Вот. А вокруг всего хаос. То есть ты можешь выбрать цель, а цель даст путь. То есть не обязательно, не так важен, каким путем ты пойдешь к своей цели. Но если ты знаешь, чего ты хочешь, есть большая вероятность, что с течением времени ты именно туда и придешь. Все очень просто. И будет меньше хаоса, будет меньше нервов, будешь меньше переживать и бояться всего. Просто прими какое-то решение. Ну, например, если сейчас тебе мешают какие-то внешние обстоятельства, просто задумайся. Ты действительно хочешь продолжать в этих обстоятельствах быть? Хочешь ли ты быть в этих условиях и постоянно об этом переживать и нервничать? Если нет, как ты хочешь быть? То есть быть в гармонии с собой, кататься на серфе, можешь лежать, загорать. Найди место. Ты можешь всегда оторвать жопу и переехать в другое место. Неважно, сколько это будет стоить. Если это сделает тебя счастливым, это даст тебе определенность. Это если твоя мечта, это приближает тебя к цели, бери и действуй. Средства не так важны, потому что ты будешь счастлив, у тебя будет больше энергии, ты легче будешь добиваться следующих целей. Вот. Начни с чего-то простого. Но если бы это было все так просто, мы бы на этом и закончили. Но есть еще некоторые аспекты, про которые важно упомянуть. То есть это внутреннее равновесие. То есть одно дело, я знаю, чего я хочу, а с другой стороны, мне постоянно атакуют внешние какие-то раздражители, там, социальные сети, друзья, коллеги, девушка, там, родители, то есть там, бабушки, дедушки. У них у всех что-то происходит, и все чего-то хотят. И все тебе привлекают твое внимание. Просто как для того, чтобы тебе все показать, 7 смертных грехов — это модель, которую предлагает, например, христианство. Да? То есть представь, что у тебя есть фокус внимания, это самое ценное, что у тебя есть. И, например, есть 7 смертных грехов, которые тебя куда-то манят. Это триггеры, которыми проще всего тебя куда-то затянуть. Например, похоть. Да? Вот ты постоянно заходишь на Pornhub, смотришь там на что-то, любуешься, тебе это там так нравится, ты снова и снова туда заходишь и не можешь остановиться, это становится частью тебя. Почему? Давайте на примере мозга. Потому что у тебя формируются нейронные сети, которые ты кормишь, да? Они укрепляются, теперь эти мысли приходят тебе чаще и тебя манит в какую-то сторону. То есть, если ты скатываешься в одну из крайностей вот этих 7 смертных грехов, то все остальные смертные грехи также появляются в твоей жизни, потому что в них уже легче попасть, потому что у тебя крепкие нейронные связи, и они тебя так или иначе подталкивают к каким-то следующим движениям. И в чем здесь проблема? Проблема в том, что ты как личность в этот момент перестаешь существовать, потому что есть, по сути, у тебя выученное поведение,
которая тебя постоянно заставляет делать одно и то же, как мышка, которая нажимает на кнопку, или робот, который просто мы ему написали команду, и он бегает по скрипту. Вот ты становишься точно таким же, потому что твой фокус внимания ходит по заданному скрипту, к которому ты привык. Из этого сложновато выбраться. Так что правило гигиены — держать свой фокус внимания в узде и не скатываться ни в какую крайность. Да, все здорово, когда всего в меру. Да, то есть у тебя в меру там похоти, в меру жадности, ты немножко завидуешь, ты где-то злишься, это нормально. Но когда ты постоянно завидуешь, постоянно злой ходишь, ну это уже проблема, с этим надо что-то делать. Вот. В первую очередь не думать об этом, да, то есть перефокусировать свое внимание на что угодно, чтобы перестать об этом думать. Расслабишь нейронные связи, они разрушатся, и ты будешь молодцом. Потому что запомни, ты — это то, что ты думаешь о себе. Я — это то, что я думаю о себе. Я — это то, что я делаю в реальном мире, как я себя веду. Так меня оценивают другие люди. То, что я говорю. Да? Я говорю, что я такой-то, я сякой-то, я себя программирую, другие люди меня также оценивают. Я говорю красиво, культурно, не ругаюсь матом — это другой уровень. Да? То, что я ем, тоже важно. Это меня формирует, это делает мое тело каким-то. Поэтому это как правило гигиены. Не быть в каких-то крайностях. Все в меру. Ешь что-то вредное, ешь в меру. Не скатывайся, не надо тебе это все. Для гармонии с собой еще важно иметь здоровые отношения. Потому что мы, как социальные существа, получаем максимум кайфа от жизни, взаимодействия с другими людьми, обмениваясь опытом, обмениваясь какими-то интересами, общаясь. Поэтому самое крутое правило, которое ты можешь быстро запомнить, не делать с другим человеком то, что ты не можешь с ним обсудить. Если ты можешь с ним обсудить его, например, увольнение, увольняй его. Ты можешь с ним обсудить его какое-то партнерство или дружбу, обсуди и дружи. Если вы не можете об этом поговорить, вот искренне, ну, тут есть проблема. Вот ее и нужно решать. То есть здоровые отношения возможны только если вы можете об этом поговорить. И все. Если кратенько свести вообще все, что я наговорил, в одну какую-то картинку, которую можно быстро запомнить, я бы сказал вот так. В идеале ты должен стать автономным, то есть эмоционально устойчивым. Это значит, все внешние раздражители, ну, не сильно они должны на тебя влиять. То есть что-то где-то происходит, окей. Когда ты достаточно автономен, ты уважаешь себя, ты можешь уважать автономию других людей. Он тоже автономен, он тоже способен принимать решения, делать выборы. Не мешай ему делать выборы. Он способен взять и выбрать, что ему делать. Взрослый человек. Вот. И это свобода. Когда у тебя есть возможность выбирать. Если другой чувак ограничивает тебе выбор, ну вот она, твоя свобода, и заканчивается. Там, где начинается свобода другого. И тут хорошо самого себя немножко контролировать и проверять, что это действительно твой выбор. Это ты сам решил. Или кто-то другой, там реклама, триггеры, какая-то там тиктоки на тебя повлияли. Это позволяет тебе здоровым образом адаптироваться к окружающему миру, а адаптироваться нужно постоянно. Мир постоянно меняется, так поэтому нам нужно постоянно адаптироваться, потому что мы живем в хаосе. Это второй аспект, да, для счастья. То есть иметь здоровую адаптацию, иметь контроль над собой, быть в балансе с самим собой. Все. Ты можешь это сделать? Здорово. У тебя с эмоциями и с ощущениями в мире все хорошо. Ты будешь намного счастливее большинства людей. Было бы нечестно где-то здесь оборвать и сказать: да, зарабатывай много денег, не реагируй эмоционально на всякие события вовне, держи себя в узде. Ну, что-то происходит, забей. Вот. Это был бы один разговор. Ну а что насчет духовных аспектов? Потому что для меня духовные аспекты — это про внутренние конфликты и решение вопроса о жизни. Да? Имеет ли моя жизнь смысл? Чем я могу помочь, ради чего я здесь, да? Там, передать кусочек масла или что-то посерьезней. Вот. Внутренние конфликты так или иначе возникают у людей, и они приводят к потере энергии. Как только у тебя есть внутренний конфликт, и ты почувствовал, что ты мечешься между двумя выборами, что-то делать, чего-то не делать, и ты долго не принимаешь решения, долго — это больше нескольких дней, о боже, у тебя быстро закончится энергия. Тебе как минимум нужно правило по принятию решений. И как раз вот то, что мы обсуждали ранее, когда у тебя есть цель, решение принимать намного проще. Поэтому настолько важна цель личная, что я хочу, каким я хочу быть. Это очень важно. Тогда ты можешь быстрее принимать решения и меньше тратить энергию на всякие рассусоливания.
Потому что в противном случае тебе нужна некоторая модель и ритуалы, которые будут помогать тебе оставаться в гармонии с собой и не скатываться во внутренние конфликты. Если ты будешь скатываться во внутренние конфликты, будь готов, что энергия будет улетучиваться, а ты будешь просто, назовем это, прокрастинировать, но деградировать. Давайте вот так будем честны. Модель ритуалов и правил жизни зачастую помогает защититься от хаоса. Хаос везде. Да? То есть нет какого-то такого чего-то постоянного, незыблемого, чтобы нельзя было изменить или разрушить из всего того, что придумали люди. А мы еще плюс находимся в космосе, все постоянно движется, постоянно меняется. То есть все постоянно меняется. Поэтому вот эти модели, это только приближение, они немножко нас защищают. Не абсолютно, это не абсолютный щит. Но в целом они говорят вот что. Твоя жизнь важна, за тобой следят, и тебя кто-то будет оценивать. Да? Поэтому не страдай херней, все равно кто-то будет оценивать, и все равно мы знаем, что ты делаешь. Мы за тобой следим. С небес, с сада, мы следим за тобой. Ты важен. Поэтому такое пристальное внимание к тебе. Это такое очень эгоистичное мнение, что мы такие. Но в любом случае, даже если мы не пользуемся этими моделями, а самостоятельно ищем смысл жизни, мы так или иначе начинаем оценивать наши ценности, что мы даем, что мы берем, как мы взаимодействуем с окружающим миром. Мы приходим к большому количеству размышлений, поэтому очень много книжек по философии. Это как раз размышления других людей, когда они пришли вот решили все другие вопросы в жизни, да, покайфовали, были счастливы, и потом словили вот этот вот экзистенциальные кризисы. И начали делать духовные практики, которые помогали бы из этого выйти. Медитации, йоги, какие-то аффирмации. Это все, что помогает нам из этого выйти. Или не провалиться. Да? То есть мы держим себя под контролем. Нам и так или иначе нужно постоянно следить за своим здоровьем, делать самодиагностику и быть в контроле. Да? То есть в любом другом случае любая внешняя среда способна нас разрушить изнутри, наше мышление, наше мнение о себе. Вот. Поэтому духовные практики со временем приводят нас к благодарности. Я считаю, что вот это вот апогей всего, к чему вы можете прийти, это благодарность. Самое ценное во всех этих размышлениях, моделях и всем таком. Что это значит? Почему благодарность такая ценная? Представьте, что у вас есть предки, да, сотни поколений людей, какие-то ваши бабушки, дедушки, прабабушки, фермеры, какие-то работяги, ученые, учителя, ваши родители и друзья. Они все повлияли на то, чтобы вы были здесь и сейчас, вот в том самом состоянии, где вы оказались. Это труд огромного количества людей, и вы здесь. Вот с тем, что вы имеете, в том состоянии, в котором вы есть. Это труд огромного количества людей. И они дали вам мяч, чтобы вы могли пойти дальше. У них были какие-то мечты, у них были какие-то планы. Но они дали вам мяч, чтобы вы могли пойти дальше. И если вы благодарны за это, если вы вспоминаете, вы заметите, что поддержки на самом деле у вас очень много людей вас поддерживало и поддерживает. Вот. И тогда ты можешь как Форест Гамп встать и побежать, потому что там есть поддержка. И все говорят: беги, беги, давай, давай. Мы не зря старались. И в этом есть какой-то смысл. А какой? Он примерно вот такой. Я бы это назвал преемственность поколений. То есть, если вы сильно поразмышляете, то так или иначе придете вот к чему. Что вы когда родились, вам сказали: борись, там, нужны хорошие оценки, нужно стать богатым, нужно там чего-то где-то добиться, быть первым, быть лучшим. Это все какие-то навязанные штуки, которые не так важны. Потому что пока ты растешь и становишься, и достигаешь своего пика карьеры, пика вот какого-то там, не знаю, профессионализма в чем-то, ты придешь к выводу, что так или иначе ты не вечен. Вопрос, как ты останешься в истории, сможешь ли ты остаться в истории, Маск может ли остаться в истории, да, там, кто угодно. Вопрос про историю, он очень забавный, потому что если рассуждать на 100 лет, окей, да, возможно. 1000 лет. Сколько мы знаем компаний, которые пережили 1000 лет? Каких-нибудь. Coca-Cola, например. 1000 лет. Вот. Через 1000 лет будет Coca-Cola или нет? 10 тысяч лет. Миллион лет. Да? Рано или поздно про вас все забудут. Так или иначе. Про меня вообще никто не вспомнит через 100 лет. Поэтому на пике карьеры мы начинаем об этом всем думать, потому что мы проделали огромный путь, мы стали самым-самым-самым. Вопрос, что дальше? Можем ли мы этот статус сохранить? Если нет,
то, наверное, не так важно было вообще пыхтеть, стараться быть самым первым, самым лучшим. Вот. Потому что если мы будем стараться оставаться бесконечно долго самыми-самыми-самыми лучшими, мы можем прийти к мысли, что нужно мешать всем остальным добиться наших успехов. Просто будем всех остальных как-то останавливать, чтобы они случайно не заняли наше место. Мы же так старались, так долго к этому всему шли. А дальше ждет только смерть. Да? То есть вот мы тут сопротивлялись, мешали, но рано или поздно мы умрем. Ты умрешь, я умру, все умрут, они умрут. Да? Так что рано или поздно будет какой-то тот самый конец. И вот здесь возникает переломный момент. Можем ли мы помогать людям, которые идут за нами, быть лучше, чем мы? Можем ли мы вот помочь ребятам, знакомым подтянуться и стать лучше, чем мы? Советом, не знаю, деньгами, связями, чем угодно. Потому что мы проделали большой путь, чтобы оказаться здесь. Другие люди нам очень сильно помогли, чтобы мы здесь оказались. Может, мы поможем кому-то еще, чтобы он был еще лучше, чем мы, и пошел дальше, и смог больше. И таким образом у нас появляется вот такая преемственность поколений, что мы накапливаем опыт, передаем другим людям, они накапливают опыт, передают другим людям, и мы так делаем прогресс. И в целом двигаемся куда-то вперед все вместе. Да? То есть не один человек, вот он захотел сделать электричество, и у нас теперь у всех электричество. Нет, куча людей было вовлечено. Это целый огромный процесс. Поэтому у нас у всех есть канализация, электричество. Ну, может, не у всех, но у большинства. Есть машины в каждом дворе. Есть дома из бетона и кирпича. Только так, потому что есть какой-то прогресс. И он возможен только если мы подтягиваем другое поколение. Вот подумайте над этим. Над благодарностью и прогрессом. И ваши духовные ценности, они будут в гармонии. И вы можете быть достаточно счастливым, помогая другим людям. Но не просто так, типа, я тебе помогаю, я теперь всем вокруг помогаю. Тут можно и умереть. Но понимая, чтобы у этих людей тоже была благодарность. И тогда это все работает. То, что я говорю, приводит к мысли очень простое, особенно в духовных ценностях, что жизнь — это сопротивление смерти. То есть если вы пришли к мысли, что, моя жизнь не имеет смысла, так и сопротивляться смерти нет смысла, можно пойти умереть. Вот. Но если вы берете в расчет, что жизнь — это сопротивление смерти, что нужно, это процесс, это нельзя просто лечь и все, но ты не можешь всю жизнь пролежать на диване. В этом нет никакого действительно смысла, потому что так ты свой организм максимально быстро уничтожишь. А жизнь — это сопротивление смерти. Это хорошая формулировка жизни, мне она очень нравится, поэтому делюсь. Если все подытожить, цена счастья, она огромна. Это огромный труд, это процесс работы над самим собой, над своим финансовым состоянием, над своими духовными ценностями. Это работа с другими людьми, это работа, как минимум, это процесс. И для того, чтобы он был хороший, и вы жили счастливо здесь и сейчас, максимально быстро, то вы можете начать с простой гигиены, как ментальной, так финансовой, и подумать про духовные ценности, кому вы благодарны, кто вам благодарен, можете ли вы этим обмениваться как-то, можете вы тут укреплять отношения и разговаривать об этом. И тогда у вас будет гармония с самим собой, и тогда вы по-настоящему будете счастливы. И это так просто, что вот. И не надо никаких эзотерик, не нужно никаких сложных ритуалов и практик. Потому что в целом вы получаете опыт через процесс получения новых знаний. То есть когда у вас накапливается новый опыт, вы им делитесь, у вас есть какой-то процесс вокруг этого, это же интересно. Это же интересно изучать, получать, это развивает вас, это делает вас интереснее для других. И это постоянное стремление к гармонии в своей жизни. То есть это процесс, а у процесса может не быть конца. Потому что если у вас появился в процессе конец, а именно в таком, как саморазвитие и получение нового опыта, он может только в одном случае, когда вы умерли. Вот. А для этого нужно адаптироваться и меняться. Поэтому будьте открыты к изменениям, не переживайте, какой у нас тут изменчивый мир. Это хорошо, это делает наш опыт более богаче и разнообразнее. И мы сможем поделиться с другими людьми, чтобы у них все было еще лучше, чем у нас. Вот, на этом у меня все. Я надеюсь, было интересно. Поставьте лайк, поделитесь этим видео со своими друзьями. На этом у меня все. Всем пока.